Книжка довольно древняя и важная, и ведется от лица Желтого Императора, но не потому, что он азиат, как вы изначально подумали. И император этот довольно крутой вундеркинд, самым большим талантом которого было уметь толково вести беседы. Но суть не в этом, а в том, что уже став мужиком, он заполучил звание «Дитя Неба». А раз так, то и учитель ему подобается небесный, поэтому большую часть книги он толкует со своим небесным наставником Цибо. Да, китайцы очень любят небеса, не спрашивайте почему. И да, до сих пор до конца не ясно, существовали ли эти персонажи на самом деле, но меня это не волнует, идем дальше. В самом начале император закидывает учителя вопросами, мол, я слышал, раньше люди жили до 100 лет и не тужили, а сейчас загибается на 50. Как так? На что мудрый дед ему отвечает, раньше люди знали, а сейчас люди ни хрена не знают. Вкратце, в мое время люди были за ЗОЖ, они вставали по утрам, делали зарядку и сохраняли разного рода эссенции, и сейчас пенчуги и сексуальные маньяки вокруг. Вот возьмем алкаша из глубинки, он не знает истинного пути Дао. В древности люди знали, как спрятаться от сквозняка, а алкаш как напьется, так его продуют на скамейке и не стало алкаша. Потом мастер Шифу рассказывает о жизненных этапах мужчины и женщины, и это невероятно, но они не слишком-то и отличаются от жизни нынешних людей. А я-то раньше думал, что люди загибались, не доживая до 30. Как бы не так. Китайцы до Рождества Христова жили подольше некоторых сегодня. Тут же упоминается немного необычная анатомия из меридианов и плотных органов, которая особо-то и не разъясняется. Что, ты не знаешь про яньские меридианы и функции печени? Тогда что ты вообще пытаешься тут прочитать? Иди обратно на рисовые поля, плебей. Тьфу! Чуть позже немного вкратце упоминается, что если чел знает путь, то и в 100 лет может родить без особых проблем. Если путь не знает, то ребенок может родиться немного тормозом, но ё-моё, зато ты родил в 100 лет. А мы еще библейским текстом удивляемся, где Адам в 130 впервые родил. Да в древности этим ты никого не удивишь. И в самом конце главы нам рассказывают про 4 ранга легенд. Я их переведу на свой лад. Первый. Истинный верующий. Еще один пример того, как уйти от людей куда подальше поможет тебе приобрести бессмертие. Изоляция рулит. 2. Чего-то достигший. Примерный даос, любитель путешествий, которому чихать на ваши порядки. 3. Святоша. Он и так, и сяк может, как студент, который все экзамены сдает на отлично, еще успевает поддерживать на уровне свою социальную жизнь. 4. Хорошист. Ну, он старается, знаете ли.